Всем привет, дорогие друзья и гости моего канала. В данном видео я хочу вам показать сборочку на пулемет Калашникова. Не забываем работать по старой схеме. С меня видос, с тебя лайкос. А также не забудь подписаться на канал, если еще не подписан. И оставить свой автограф в комментариях. А мы начинаем. Небольшая предыстория, коротко о главном. Пулемет Калашникова ПК, советский пулемет, разработанный Михаилом Тимофеевичем Калашниковым в качестве единого пулемета для вооруженных сил СССР. ПК был принят на вооружение в 1961 году. Применялся во многих войнах и вооруженных конфликтах второй половины 20 века и начала 21. По оценке американских оружейников армии США, которые провели его испытания на износ, пришли к выводу, что этот ПК один из лучших пулеметов в мире, отличающийся простотой и надежностью. Довольно-таки тяжелый пулемет. Вес самой первой версии составлял 9 кг без коробки с патронами. Начальная скорость пули 825 метров в секунду. Скорострельность 650 выстрелов в минуту. После выхода первого образца была произведена модернизация еще плюс в 6 образцов. На самом деле в игре с него стрелять так же сложно, как и в жизни. Сейчас мы зайдем на стрельбище, и я вам продемонстрирую его возможности в заводской сборке, так сказать. Как мы видим, отдача у него просто очень сильная, и контролировать это оружие довольно-таки сложно. Поэтому мы займемся бюджетной модификацией. Исходя из увиденного, несложно догадаться о его двух главных недостатках в игре Badlanders. Первый недостаток — это, конечно же, отдача. Второй недостаток — это кучность стрельбы зажимом. И третий — это долгая перезарядка. Да, я оговорился в самом начале, я сказал о двух недостатках, а их три. Поэтому наша цель — поставить бюджетные модификации, снижающие отдачу, повышающие кучность стрельбы и понижающие время перезарядки. Переходим к выбору магазина. Это оружие само по себе в игре довольно-таки мощное, поэтому, ребятки, с него вполне себе можно стрелять синими патронами 7,62. Так как у него очень хорошая скорострельность, синий патрон пробьет абсолютно любую броню. И стрельба фиолетовыми либо золотыми патронами — это бездумная трата денег. Я решил на него поставить удлиненный магазин, повышающий количество патронов на 8% и уменьшающий время перезарядки на 12%. Также накладывающий эффект горения и увеличивающий расход брони на 50%. Думаю, это самое идеальное, что можно было поставить в бюджетном варианте. С прикладом в недорогом варианте были огромные проблемы на аукционе, поэтому я решил особо не заморачиваться и поставил то, что было в рюкзаке. А именно, уменьшение разброса на 15%, что позволит нам повысить кучность стрельбы, а также повышение скорости передвижения на 5%, что, кстати, немаловажно, ребятки, так как пулемет тяжелый, то и скорость передвижения очень падает, если оружие в руках. Переходим к выбору хватки. Тут я также порылся в рюкзаке и нашел отличный вариант, подходящий к данному аппарату, а именно уменьшение отдачи на 25%, увеличение скорости выравнивания точки прицеливания на 25%, но при этом приходится жертвовать разбросом на 5%. Но разброс компенсируется прикладом, где он уменьшен на 15%. Таким образом мы получаем 10% уменьшения разброса, что не так уж и плохо. Прицел. Прицел я решил поставить коллиматор с красной точкой, так как в бюджетном варианте выбор был невелик. Поэтому, исходя из того, что данным пулеметом мы в большинстве случаев попадаем именно в корпус противника, ну и плюс ко всему, это оружие рассчитано на стрельбу с ближних и средних дистанций, поэтому характеристики прицела должны быть на увеличение урона именно по корпусу, а именно увеличение урона по корпусу на 13%, а также увеличение урона на 20% с расстояния 30 метров до 30 метров. А уменьшение урона на 10% за пределами 30 метров компенсируется теми 13%. В итоге мы получаем увеличение урона на 33% на расстоянии до 30 метров. За пределами 30 метров мы получаем 23% увеличения урона. Как ни крути, но мы в плюсе. Все модификации поставлены для того, чтобы можно было более-менее легко контролировать отдачу и стрелять как можно больше именно зажимом. Это оружие в игре можно реализовать именно зажимом, и чем больше у вас патронов, тем лучше. Учитывая скорострельность, модификации, добавляющие урон, а также понижение отдачи, мы получаем довольно-таки мощный аппарат, который даже на синих патронах заставит обосраться любого самоуверенного противника.
Как мы видим, результат просто превосходный. Зажим получается просто шикарный на расстоянии 40 метров. Залетает в большей степени в корпус, но и периодически в голову. Но не стоит также забывать, что противник не стоит на месте, а двигается. Поэтому попасть будет немного сложнее. Если ты досмотрел до конца, значит тебе понравился данный видос. Оцени мои старания лайком. Не забудь нажать на колокольчик и жди следующий выпуск. Он будет интересным. Всем мирного неба над головой. До скорых встреч. Пока-пока.